Те, кто познали трансцендентную природу моего явления и ухода, более покидая это тело, более не возвращаются. So it is very difficult to understand Krishna's janma, birth and karma activities. Очень трудно познать рождение Кришны и его деятельность. It is very difficult, even people in other religions, for them to have a proper conception of God. И даже в других религиях у людей нет должной концепции, должного понимания Бога. Usually they have a material conception, and then they apply that to God. Обычно у них есть какая-то материальная концепция, и ее не применяют к Богу. In other words, God has been around a long time. Они считают, что Бог уже давно здесь находится. Would you agree? Да? Согласитесь с этим? Therefore, he must be old. И поэтому, поскольку он уже давно здесь находится, он должен быть старым. So then, mostly, when you go in the churches, you see the iconoclasts. И в церквях можно видеть иконы. I have in my house. У меня в доме тоже есть иконы. I smuggled them out of Ukraine. Мне удалось их вывезти из Украины. And God is always old. И там Бог везде старый. He's got like a white beard. У него белая борода. I've got one nice one. Одна у меня есть очень хорошая. Jesus is there. Там Иисус. And God is there. Здесь Бог. It's painted on wood. Он нарисован на дереве. It's from Kiev. Из Киева. And on God's lap is earth. И на коленях у Бога лежит земля. And he's got a pen. И у него в руках ручка. And he's drawing the earth. И он рисует на землю. But he's falling asleep. Но он засыпает. And I noticed his pen stopped in Ukraine. И я заметил, что ручка у него остановилась на Украине. So Ukraine is not quite right. Поэтому на Украине все не так как-то. And then there's a cartoon of God. Был еще один мультфильм про Бога. He's in heaven. Как он живет на небесах. And he's in his kitchen. Как он на кухне. And there's a big oven. Большая печь. And he takes the world out. He takes our Earth planet out of the oven. Out of the oven. И он вытаскивает землю из этой печки. And it's not properly cooked. И она еще не до конца готова. And he says, half-baked earth. И он говорит, что наполовину только испеченная земля. So, yeah, we have a material conception of God. У нас в основном материальная концепция, материальное представление о Боге. Sometimes the idea is that God is supporting this earth planet. Иногда есть такое представление, что Бог держит эту планету Земля. Therefore, he must be very strong. Поэтому он должен быть очень сильный. And you have this, the deity of God, and he's got the big muscles. Есть божество Бога, на котором большие мускулы, Like Hercules. как Геркулес. So these are material conceptions. Все это материальное представление. Krishna was 7 years old when he had to go down the hill. Кришне было всего 7 лет, когда он поднял храм город храм. Krishna never grows beyond the age of 15 years, 9 months, and 7 days. Кришна никогда не взрослеет старше, чем 15 лет, 9 месяцев, 9 months, 15 years, 9 months, 7 days. И 7 дней. And Radharani never grows beyond 14 years. Радхарани не взрослеет старше, чем 14 лет, 5 months, 5 месяцев and 11 days. и 11 дней. These are spiritual personalities. Они являются духовными личностями. So to really have a proper conception of God, you have to come in contact with a pure devotee like Shri Prabhupada. Для того, чтобы получить настоящее истинное понимание о Боге, нужно соприкоснуться с истинным, чистым преданным, таким как Шрила Прабхупада.
Otherwise, you won't properly understand. Иначе мы не сможем правильно понять его. Would you, according to the Muslims, they refer to God as Allah. Например, мусульмане Бога называют Аллах. So what does Allah mean? И что означает Аллах? The greatest. Величайший. Самый великий. Is he the greatest? Является ли он самым великим? Да. Да? But he's also the smallest. Но он также самый маленький. So that name is incomplete. Поэтому это имя, оно не самое полное. He's the greatest, yes. Он самый великий, да. He's also the smallest. Но он также самый маленький. It's not a complete name. Это не полное имя. And in Hindu culture, in the Vedic culture, sometimes people conceive of the absolute truth as being light. Иногда в ведической культуре абсолютную истину представляют как свет. You say God is light. Говорят, Бог это свет. Would you agree? Вы согласились с этим? But he's also darkness. Но он также является собой тьму. He's no less darkness than he is light. Он ничуть не больше светил, чем темный. So these are contradictions. Все это как бы такие противоречия. We have that word, contradiction, two opposites. У нас есть такое слово противоречие, представляющее две противоположности. Now you have to reconcile. Их как-то надо примирить между собой. God is the biggest. Бог является самым большим, Also the smallest. но он также самый маленький. This whole creation is within the body of God. Все творение находится в теле Бога. But Krishna is in every atom. Но Кришна также присутствует в каждом атоме. Both. И то, и другое. Now, using logic, you can't understand. Если мы будем использовать логику, то мы не сможем это понять. It doesn't make sense. Это как-то нелогично. Logic means using your intelligence. Логика означает, что мы используем свой разум. That doesn't make sense. И когда мы применяем его к Богу, то получается все нелогично. But to understand Krishna, you need more than intelligence. Но чтобы понять Кришну, нужно больше, чем разум. You need bhakti. Надо бхакти. So with your intelligence, you'll never understand Krishna. И мы не сможем никогда познать Кришну с помощью своего разума. It's like a frog living in Lugansk. Это как лягушка, живущая в Луганске. And another frog from Odisha И к ней прискакала еще одна лягушка из Одессы. comes to see his Lugansk friend. Прискакала ее родственница. Lugansk frog is living in a well. Луганская лягушка живет в колодце. There, that big. В таком колодце. Odisha frog says, "Hey, a Black Sea." И эта ее одесская родственница говорит: ты что, есть Черное море? Very big. Очень большое. And Lugansk frog says, Луганская лягушка говорит: "Huh, not as big as my well." ну, я согласен, что оно большое, но не больше, чем мой колодец. Odisha frog says, "Oh, much bigger." Одесская лягушка говорит: да гораздо больше. Lugansk frog puffs himself up. Well, maybe it's twice as big. И луганская лягушка надувает себя и говорит: ну, может, в 2 раза больше, чем мой колодец. Maybe 3 times as big. Или еще надувается и говорит: может, в 3 раза больше. And then he puffs himself up and he explodes. И таким образом дуется, а потом взрывается. At the end of Lugansk frog. И на этом наступает конец луганской лягушки. So, you know, with your intelligence, you cannot understand the absolute truth. Поэтому невозможно понять абсолютную истину с помощью своего собственного разума. But when Krishna wants to reveal himself to you, he will reveal himself to you. Но если Кришна хочет явить себя вам, то он может это сделать. Now, what causes him to reveal himself to you? И что является причиной, по которой он может раскрыть себя вам? Do you have to be rich? Нужно ли для этого быть богатым? Do you have to be a big politician? Надо ли для этого быть каким-то великим политиком, Like Vladimir Putin? как Владимир Путин?
Не надо. You have to be film star, Нужно ли быть кинозвездой? like Angela Jolie? Анджела Джоли. No. You have to be Olympic gold medalist? Или нужно завоевать золотую медаль на Олимпиаде? Нет. You have to be good Ukraine boxer, like those two brothers? Нужно ли быть хорошим украинским боксером, как эти два брата? What do you need? Что для этого нужно? For Krishna to reveal himself. Чтобы Кришна явил себя вам. Bhakti. Для этого нужно бхакти. And the verse in Padma Purana confirms that. И это подтверждает стих в Падма Пуране. Touch Krishna namanina bhava driyam indriya seva mukhihin jivadu evam sprata adaha. You cannot understand Krishna using your blunt material senses or your mind or your intelligence. Вот в этом стихе говорится, что невозможно познать Кришну, используя свои грубые материальные чувства, ум или разум. Only by devotional service. Это можно сделать только с помощью преданного служения. When he becomes pleased with your bhakti, he reveals himself. Когда он доволен вашим бхакти, то он раскрывает себя. Chapter 11, text 54, Bhagavad Gita. 11 глава, 54 стих Бхагавад-гиты. Bhaktiya tvananya sakya ahami vam vidu arjuna. I can only be seen standing in front of you by bhakti. Меня можно увидеть стоящим перед вами только с помощью бхакти. Bhakti mam abhijananti, only by bhakti can I be seen. Меня можно увидеть только с помощью бхакти. So you can only understand Krishna by bhakti. Поэтому познать, понять Кришну можно только с помощью бхакти, Not with intelligence. не с помощью разума. Because there are too many contradictions. Потому что в Боге вмещается слишком много противоречий. Now I'm going to tell you more contradictions. Я хочу вам сказать еще о некоторых противоречиях. That Krishna is the nearest person to you. Кришна является самой близкой к вам личностью. But he's here. Он здесь. He's the nearest person to you. Он самая близкая для вас личность. Same time he's the furthest away. В то же самое время он находится дальше всех. Because people can't understand him. Потому что люди не могут понять его. So he's the furthest away, И поэтому он находится дальше всех the nearest. и также ближе всех. He's the biggest, Он самый большой he's the most malik. и также самый маленький. Maliki. Krishna has a form, У Кришны есть форма, deity. божество. At the same time, he's Brahman. В то же самое время он является браманом. The Brahmajayota is the effulgence coming from his body. Брахма Джоти – это сияние, исходящее из его тела. So he's localized in the deity, Поэтому он локализован в форме божества, but he's also all-pervading. но также он всепроникающий. When Krishna appeared in Nandagram, Когда Кришна явился в Нандаграме, Mother Yasoda ran after him with a stick. мама Яшода бежала за ним с палкой в руках. Damodar, the month of Kartik. Который отмечает месяц Картики. What did Krishna do? Что делал Кришна? He ran. Он бежал, He was afraid. он боялся. God is afraid, И Бог, представьте себе, Бог боится. and yet fear personified is afraid of him. Тем не менее, самый олицетворенный страх боится Бога. Opposite. Противоположность. You see? Krishna is in the courtyard of Nanda Maharaj. Кришна находится во дворе Нанды Махараджа. He's 2 years old. Ему 2 года. He's standing naked. Он стоит обнаженный. Around his belly is a golden cord. И у него вокруг живота обмотан золотой шнурок With a bell. с колокольчиком. The bell is going ding ding ding, И колокольчик звенит. ding ding ding. Дзинь-дзинь. Zing zing, Дзинь-дзинь. zing zing, Дзинь-дзинь. zing Дзинь-дзинь. zing zilling, zing zilling,
дзинь-дзилинг coming from? Кришна смотрит по сторонам и думает, откуда этот звук дзинь-дзилинг? He doesn't know where it's coming from. Он не понимает, откуда он исходит. But he knows everything. Но он знает все. Past, present, and future. Прошлое, настоящее и будущее. He knows everything that's going on throughout the entire creation. Он знает все, что происходит во всей Вселенной. The word is savagya. И это называется словом сарвагья. He knows everything. Он знает все. Savagya means knows everything. Сарвагья означает то, что он знает все. But as a little baby, Но как маленький мальчик, как маленький ребенок, he doesn't know where the ringing is coming. он не понимает, откуда исходит звон колокольчика. That's called mukta. Называется муктха. Mukta, savagya. Муктха и сарвагья. Mukta doesn't know anything. Муктха означает, что он ничего не знает. Savagya knows everything. И сарвагья то, что он знает все. Contradiction. Такие противоречия. So, all these contradictions are there in Krishna. Поэтому Кришна вмещает в себя все эти противоположности. So to understand the Lord is not an easy thing. Понять Бога это не такая уж простая вещь. One has to understand by coming in contact with a pure devotee. Понять его можно только соприкасаясь с чистым преданным. So we're fortunate we've come in contact with Prabhupada. Нам повезло, что мы соприкоснулись с Прабхупадой. And Prabhupada has the correct conception. И у Прабхупады была правильная концепция. And he has learned this from disciple succession. И он научился этой концепции, пониманию у ученической преемственности. But you'll find Christians, Muslims, Jews, their conception of the Lord is incomplete. Но можно видеть, что понимание Бога у христиан, евреев или мусульман неполное. For instance, you ask the Christian, do you love God? Например, у христианина можно спросить, ты любишь Бога? Or are you trying to love God? Или пытаешься ты полюбить Бога? The Muslim, У мусульманина the спросить, Jew, у еврея the Mormon. или мормона. And they'll say, da. Они скажут, да. And then you'll say, well, what does he look like? Тогда спросить его можно, а как он выглядит? They don't know. Они не знают. How can you love something where you don't know the features of that, the qualities of that thing? Как можно любить кого-то или что-то, если мы не знаем черт или облика того, кого мы хотим полюбить? Like an object, the word vastu means object. Слово «васту» означает объект. Now this camera is an object. Например, эта камера является объектом. It has certain characteristics. У нее есть определенные характеристики. Like the camera has a name. У камеры есть имя. A Sony. Sony. Or whatever it is. Или что там. It has specific characteristics. It's made of plastic. У нее особые характеристики, она сделана из пластика. It has certain colors. Имеет определенные цвета. And then it does something. И она выполняет какую-то функцию. You point it at someone and it records their images. Если мы направляем ее на кого-то, то она записывает изображение. Anything has 4 characteristics. Всего есть 4 характеристики. For it to exist. То, что существует. By itself. Само по себе. It has to have a name. У него должно быть имя, Form. форма, Qualities. качество Purpose. и предназначение, цель. Like a car. Например, машина. It has to have a name. У нее должно быть имя. It's a Mercedes something. Мерседес или еще что-то. It's a Ford. Или Ford. It's a Lada. Или Лада. It has a name. У этого объекта должно быть имя. Car is general. Машина – это общее имя. So many cars. Есть множество разных It машин. has a specific name like a GTX BMW M3. Должно быть какое-то особое, именно название этой машины. So name. Должно быть имя. And a form. Должна быть форма. Cars it has to have a form, a shape. У машины есть определенная форма. And then it has to have qualities. Также должны быть качества. It's made of metal. Сделано из металла.
has an engine in the front or the back. Двигатель впереди или сзади. It's got 4 tires. 4 покрышки. They're made of rubber. Сделаны из резины. It's got an exhaust pipe. И также выхлопная труба. Those are the qualities. Все это качество. And then it has a pastime. It does things. И также она проводит свои игры. То есть она делает какие-то вещи. It drives you from Lugansk to Alchemist. Перевозит вас из Луганска в Алчевск. It drives you to work. Или везет на работу. Now, if it's lacking in any one of those 4 things, И если нет какой-то из этих 4 вещей, it's not an object of itself. тогда это не является самостоятельным независимым объектом. It's the characteristics of something else, which is an object. Это тогда является характеристикой чего-то другого, которое является в свою очередь объектом. So the impersonalists, they say Brahman is supreme. И персоналисты говорят, что Брахман является верховным. Brahmajayoti, they say is supreme. Брахмаджоти говорят, это самое высшее. So now do the 4 things to it. И где же там эти 4 вещи? It has a name. Есть имя. Brahman. Брахман. Does it have a form? Есть ли форма? It's formless. Она бесформенна. So it's not an object of itself. Поэтому оно не является само по себе объектом. It's a characteristic of the supreme absolute truth who is God. Она является неотъемлемой характеристикой абсолютной истины, которая является Богом. And we know that Brahman is the effulgence coming from Krishna. Брахман, мы знаем, является сиянием, исходящим из Кришны. So to understand Krishna is not easy. Поэтому понять Кришну не так просто. So therefore, you ask the Christian, the Muslim, you're trying to love God. So what are the characteristics of God? И можно спросить христиан, мусульман или кого-то еще, что вы пытаетесь полюбить Бога, но скажите мне, пожалуйста, характеристики Бога. First of all, what's His name? Прежде всего, как его зовут? Now, when we say the word God, it means like President of Ukraine. И когда мы говорим Бог, это все равно как президент Украины. It's a position. Это положение. But the President of Ukraine has a name. Но у президента Украины есть имя. What is it? Как его зовут? So God has a name. У Бога есть имя. So they say they love God, but they have no idea of the characteristics of God. И говорят, что любят Бога, они говорят, что любят Бога, но не знают характеристик Его качеств. Some people will say, well, God is a light. Кто-то говорит, что Бог это свет. Some say He's love. Кто-то говорит, что Он любовь. Some say He doesn't have a form. Кто-то говорит, что у Него нет формы. But to love something, you have to know the characteristics. Но чтобы любить кого-то, нужно знать его качество. If I don't know the characteristics, the example is there's a lady living in Kiev, and I love her. Примером тому, что полюбить кого-то, не зная его характеристик, это все равно как полюбить женщину, которая живет в Киеве. I don't know where she lives. Неизвестно, где она живет. I've never seen her. Никогда не видел ее. I don't know whether she's got one eye or 2 eyes. Не знаю, один у нее глаз или 2. I don't know whether she's one-legged. Не знаю, одна у нее нога может. Black hair or red hair or blonde hair. Черные или светлые волосы или I красные. got no idea how old she is. Не знаю даже вообще приблизительно какой у него возраст. But I guarantee you I love her. Но я гарантирую, что смогу полюбить ее. It's meaningless. Это бесполезно, бессмысленно. So someone says, I love God. И кто-то говорит, я люблю Бога. So what's your conception? Тогда какова ваша концепция Бога? I have no conception. И у них нет концепции. Now we have a conception of God. У нас есть концепция Бога, According to the Vedas. которая описана в Ведах. He's bluish. Он является собой синеватого цвета. 15 years, 9 months and 7 days. 15 лет, 9 месяцев, 7 дней. Ahapi tam natavara, kanapi nam. He wears a peacock feather. У него есть павлиний перо в голове, в волосах, в его короне. Beautiful Vajayanti garland. Он носит прекрасную гирлянду ваджаянти из лесных цветов. Yellowish dhoti.
желтоватого цвета доти, Kustabaju, камень Каустубха, flute, venu. у него есть флейта, вену. We have information of what God looks like. То есть у нас есть информация о том, как выглядит Бог. What does He do? Чем Он занимается? He plays with a cow, Он играет с телятами, dances on the bank of Jamuna. танцует на берегу реки Амуны. We have information of what He does. У нас есть информация о том, что Он делает. Now you can actually love Him. Теперь действительно Его можно полюбить. But if you don't know what He does or what He looks like, how can you love Him? Но если мы не знаем, как Он выглядит или чем Он занимается, как можно полюбить Его? So this is the problem with impersonalists, И это проблема с имперсоналистами, Christians, христианами, even Hindu, даже хинду, because they're impersonalists, потому что они имперсоналисты, Muslims. мусульмане. They don't have a definitive conception of God according to Shastras. У них нет четкого определения концепции Бога в соответствии с шастрами. Their scriptures don't even tell you. Их Священное Писание не скажет вам об этом. In the Quran, no pictures. В Коране нет изображений. In the Bible, there's no В pictures. Библии тоже нет изображений. There's no descriptions. Нет описаний. Sometimes God speaks from above, Иногда Бог говорит с неба, and you hear His voice. и вы слышите Его голос. But there's no form of God. Но нет формы Бога. But in the Vedas, it's explained. Но она объясняется в Ведах. So the Vedas are superior. Поэтому Веды являются более высоким They писанием. give us this conception. Они дают нам концепцию о Боге. And then the process to realize it, bhakti. И процесс, с помощью которого мы можем осознать эту концепцию, это бхакти. Bhakti is so wonderful. Бхакти It's замечательно. got nothing to do with whether you have a PhD, И она никак не зависит от того, есть ли у вас докторская степень, whether you went to university or not. или учились в университете или нет. You can be illiterate, but still Можно be a быть great devotee. безграмотным, но все равно быть великим преданным. It's got nothing to, bhakti has nothing to do with whether you're a woman or a man. Бхакти никак не зависит от того, мужчина вы или женщина. Bhakti has nothing to do with whether you're rich or whether you're Никак не зависит от того, богаты вы или бедны. or European or Ukrainian, И европеец, или украинец, or African. или африканец. Has nothing to do with it. Никак с этим не связано. So, bhakti is completely spiritual. Бхакти полностью духовно. And that is what we're trying to practice. И именно это то, что мы пытаемся практиковать. So the Lord will manifest in our heart. И Господь проявится в наших сердцах. And these things we're learning will begin to realize. И мы начнем тогда уже осознавать и реализовывать те вещи, которые мы учим. I'm not this body, Мы наконец-то поймем, что мы не это тело, I'm the soul within the body. что поймем, что мы являемся душой внутри тела. The soul is eternal. Поймем, что душа вечна. Where's the soul situated? Где находится душа? In the heart. В сердце. Can you see it? Можно ее видеть? Then how do you know it exists? Как же тогда можно узнать, что она существует? By its qualities, characteristics. Is the soul male or female? Душа мужского рода или женского? Female. Who said female? Кто сказал женского? You can't, can you see the mind? Ум можно увидеть? That you believe in the mind? Но мы же верим, да? Понимаем, что есть ум, да? Покажите мне свой ум на ладони. Show me your mind. Покажите. What color is it? Какого он цвета? What shape is it? Какая у него форма? How big is it? Каких размеров? Now, if I use the logic that because I can't see the mind, I don't believe in its existence. Если я буду использовать логику, что поскольку я не вижу свой ум, я не верю в его существование. That's what people say. Seeing is believing. Как вот люди говорят, поверить только когда увижу. Show me the soul. Покажите мне душу. Show me God. Покажите мне Бога. Then I believe. Тогда я поверю. So you argue. Можно возразить. Show me your mind. Ну тогда ум свой покажите. Now you can't see the mind. А ум-то нельзя увидеть. It's abstract. Это абстрактное понятие. But everyone has a mind. Но у каждого человека есть ум.
If I say, if you can't show me your mind, then you're mindless. И можно сказать, что если вы не можете показать мне свой ум, то вы тогда безмозглый. It's an insult. Это оскорбление. If I say mindless, I'm being rude. Если я скажу так, то это грубо. So the soul also. То же самое с душой. You can't see it with his eyes. Ее невозможно видеть глазами, But it's there. но она есть. In the area of the heart. Находится в области сердца. I'll give you another example. How many here of you have ever been to South Africa? Кто из здесь присутствующих когда-то хоть раз был в Южной Африке? How many of you have been to America? Кто из вас был в Америке? How do you know it exists? Откуда вы знаете, что она вообще существует? You've never been there? Вы же там никогда не были. How do you know? Как вы знаете? Because someone comes from America, Ну что кто-то приезжает из Америки, like Deva Amrita Maharaj, например, Девамрita Махарадж, Niranjana или Maharaj, Ниранджана Махарадж, and then they talk about it. они говорят о ней. Then you see books, Можно видеть книги, pictures. фотографии. So how do you know the spiritual world exists? И как вы можете знать, что существует духовный мир? Pure devotees like Prabhupada come from the spiritual world. Из духовного мира приходят чистые преданные, такие как Шрила Прабхупады, And they tell us. и говорят нам. Then you could say, they're making it up. Тогда можно сказать, они все придумывают. But you could say also someone from America is making it up. Ну, можно сказать, что какой-то человек из Америки тоже все выдумывает. Better to put our faith in advanced devotees than put faith in conditioned souls. Лучше верить продвинутым преданным, чем обусловленным душам. And advanced devotees like Prabhupada tell us that Vrindavan exists. Продвинутые преданные, такие как Прабхупады, говорят нам, что Вриндаван существует. So we are the soul within the body, И мы являемся душой внутри тела, and we're living temporarily мы живем временно in man's body, woman's body. в теле мужчины или женщины. And all of you have Ukrainian body. У вас у всех украинское тело. How long you live Сколько можно прожить in this body? в этом теле? 50 years, 60 years, 50-60 лет, 70 years? 70 лет. Not long. Не так уж долго. And then the body collapses. Затем тело разрушается. This is called knowledge. Это называется знание. You are sitting in this room, Вы сидите в этой комнате, да? for 70 minutes. 70 минут. What if you sit in this room? Have you become this room? Если вы просидели в этой комнате 70 минут, стали ли вы этой комнатой? No. So you, the soul, are sitting in your body. Точно так же вы, как душа, находитесь в этом теле. For 70 minutes or maybe 70 years. Может 70 минут или 70 лет. And then you leave. Затем вы уходите. Just like the car you drive. Как вот машина, в которой вы едете. You drive a ladder. Вы ведете ладу. And then it breaks down, you mend it. И она ломается. Then it breaks down again, you mend it. Вы ее чините, ломается снова, опять чините. And when it breaks down too many times, you get another car. Когда она слишком часто начинает ломаться, вы уже покупаете другую машину. So the body breaks down. Точно так же тело ломается. Try to fix it. Мы пытаемся его как-то починить. New heart. Новое сердце. But when the body breaks down too much, the soul leaves the body. Но когда тело уже слишком часто ломается, душа покидает тело. And you take birth again. И рождается снова. Transmigration. Называется трансмиграция. So we want to understand these things. Мы хотим понять эти вещи. And this will help us overcome the difficulties of life. И это поможет нам преодолеть трудности жизни. I was reading articles on psychology. Я читал одну статью про психологию. According to the American Society of Psychologists, the most traumatic experience, the most stressful experience any man or woman can have is when their husband or wife dies. Я читал одну статью, которую писали Ассоциация психологов Америки. Там говорилось, что самое такое серьезное испытание, самый серьезный стресс мужчина или женщина испытывает, когда умирает муж или жена. The next is divorce.
Следующее по степени стресса это развод. The third one is separation. Третье это разлука. And the fourth one is very close family member dies. И четвертое это когда кто-то умирает из близких родственников. And it goes right down to celebrating Christmas. И этот стресс, уровень стресса продолжается и заканчивается тем, что отмечают Рождество. That also creates stress. Это тоже создает определенный стресс. His life is full of stress. Поэтому жизнь полна разного стресса. It's a real struggle. Настоящая борьба. Even the atheists, you have the evolutionists. Даже вот среди атеистов есть те, кто защищает эволюцию. They don't believe in God. Они не верят в Бога. Even they have coined the phrase. Coined, said, come up with. И даже они, у них есть определенная фраза, Survival of the fittest. которая говорит, что выживает сильнейший. It's a struggle. Поэтому жизнь это борьба. The practicing Krishna consciousness can make life bearable. Однако, если мы практикуем сознание Кришны, то это позволяет как-то выживать в этой жизни. But Prabhupada said this body is a punishment. Однако Прабхупада говорил, что это тело является наказанием. It will always give you problem and pain. Оно постоянно будет причинять проблемы и боль. Especially as you get older. В особенности, когда мы будем стареть. So the sooner we can start becoming serious about spiritual life, the better. Чем скорее мы начнем быть более серьезными в духовной жизни, тем будет лучше. So the first characteristic of devotional service, Rupa Goswami says, is klesha. Поэтому первая характеристика преданного служения, как говорит Рупа Госвами, это клешагни. Freedom from material distress. Свобода от материальных страданий. Material distress is of two types. Есть два вида материальных страданий. Bodily, телесные, mental. И умственные. Which is worse? Какое хуже? Bodily means disease. Телесные страдания это болезни. Mental means А умственные wife, husband die. это когда муж или жена умирает. And you go into depression. И у нас депрессия. Often a wife will die, and then shortly after, a few days or a week later, the husband will die. Бывает так, что умирает жена, и затем через несколько недель умирает муж. I've seen this. Я такое видел. The wife dies or the husband dies from old age or accident, and then a week or 2 weeks or a month later, the other person just dies naturally because of attachment. Умирает муж или жена из-за какой-то болезни, затем через неделю, 2 или месяц умирает второй человек из-за разлуки, из-за привязанности. Now you may argue, but devotees also die. Ну, можете, конечно, возразить, что преданные тоже умирают. Yeah. Krishna helps devotees. Но Кришна помогает преданным. You know that death recently in Kiev? Слышали о недавней трагедии, гибели преданных в Киеве? There's one young girl, 32 years old, got initiated to Swami. Одна молодая девушка, 32 года всего, получила инициацию Родного-Свами. Swami was ill, so he cancelled the initiation. Родного-Свами был болен, и он отменил инициацию. The next day he was leaving. На следующий день он уезжал. So he was wondering, should I initiate, should I not? Он думал, давать инициацию или нет. So he decided yes. Потом решил, что да. And he gave this girl the name Anjumunangi. И дал имя этой девушке Ямунанги. And then straight away he went to the airport. И прямо тут же сразу поехал в аэропорт. And this girl and some other girls decided, let's go to the airport. И эта девушка и другие решили тоже поехать в аэропорт. And say goodbye to the guru. Чтобы проводить гуру, прощаться с ним. Instead of staying back and doing the havan. Вместо того, чтобы остаться там в храме и поучаствовать в яге. So driving in the car to the Boryspil Airport. Они ехали в машине в Бориспольский аэропорт. They told the driver, you drive fast. И попросили водителя ехать побыстрее. And there was an accident. И произошла авария. And this one young girl died. И эта девушка погибла.
The others were hurt. А другие пострадали тоже. She died Однако она погибла. 30 minutes after she was initiated. Через 30 минут после инициации. So death can come anytime. Поэтому смерть может прийти в любой момент. But there's a big difference between the devotee dying and the non-devotee. Есть большая разница между смертью преданного и непреданного. When the non-devotee dies, then they go into the different species of life. Когда умирает непреданный, он может попасть в различные виды и формы жизни. Or if they've been sinful, they go to Yamaraj. И если они греховные, они отправляются к Ямараджу. But when the devotee leaves their body, Krishna looks after them. Но когда преданные оставляют свои тела, то Кришна заботится о них. Either they take birth in Krishna's pastimes in the material world. Либо они рождаются в играх Кришны, которые он проводит в материальном мире. And that's called Vastu Siddhi. Это называется Васту Сидхи. Or Siddhi Avasta. Или Сидhi Аваста. Or they take birth again in Vaishnava family. Или они рождаются снова в вайшнавских семьях And they carry on their bhakti. и продолжают свою бхакти. Plus, I've seen when devotees leave their body, they don't feel the pain. И также я видел, что когда преданные покидают свои тела, они не чувствуют боли. Krishna helps them. Кришна помогает им. He says, declare it boldly, my devotees never perish. Кришна говорит, что заяви смело, что мой преданный никогда не погибнет. That means the body will perish. Тело, конечно же, оно погибнет, But they, the devotee, who's the soul, но они преданные, которые являются душой, they don't perish. они никогда не погибнут. And I've seen this so many times. И я видел это много раз. You know, last year I went to like 12 funerals В прошлом году я посетил около дюжины in похорон South Africa. в Южной Африке. And I do the last rites and everything. Проводил там последние обряды. Devotees leaving their bodies. Я видел, как преданные оставляли тела. And I see how the family members of the person who left their body, how they are sober and they're not so emotional. Я видел, как вот члены семьи, тех преданных, которые преданные, они довольно спокойные, такие рассудительные и не сильно поддаются чувствам. And then I see the family members of the person who died, and they're the non-devotees. Я также видел членов семьи той личности, которая умерла, и они не преданные. And they're very emotional. Они поддавались очень сильным чувствам. Very disturbed. Они были очень обеспокоены. So I see how Krishna helps И поэтому я вижу, как Кришна помогает. when you become the devotee. Помогает тогда, когда мы становимся преданными. And you don't feel the pain of separation when a family member dies. You don't feel it so acutely. Мы тогда не чувствуем так остро, так сильно боль разлуки, когда кто-то умирает. So this is called kleshagni. Называется клеш-агни. Klesh means trouble, difficulties, problems. Клеша — это трудности, проблемы. Removal of. Кришна убирает их. As soon as you start to practice devotional service. Только вы начинаете практиковать преданное служение. Rupa Goswami, Nectar Devotion. Об этом пишет Рупа Госвами в Нектаре преданности. And the more you get involved in bhakti, Чем больше мы занимаемся бхакти, then the more you get taken out of the bodily concept of тем life. больше мы выходим из-под влияния телесной концепции. And then the second characteristic of pure devotional И service, вторая характеристика чисто преданного служения subhada. – шубхада, You develop auspicious qualities. что мы развиваем благоприятные качества. Devotees are very honest, Преданные, честны, truthful, правдивы, clean. чистоплотны. They become very attractive. Они становятся очень привлекательными, Just like Prabhupada. как Прабхупад. Do you find him attractive? Вы находите его привлекательным? Yeah, because he's so pure. Да, потому что он такой чистый. It's the purity that attracts you. Нас привлекает именно чистота. That's why to have a wife who has bhakti is better than having a wife who looks nice. Поэтому лучше иметь жену, у которой есть бхакти, чем самую там писаную красавицу. Because where will the wife's good looks go in 10 or 20 years? Потому что куда денется красота жены через 10-20 лет? Finished. Yeah? But that bhakti gets more and more. Но бхакти будет только усиливаться. If you marry the man because he's handsome,
Если мы выходим замуж за мужчину только потому, что он красивый, what happens when he's 45, что будет, когда ему 45 65? или 65? His hair falls out, Когда повыпадают волосы, his teeth fall out. когда выпадут зубы, He needs the glasses. когда нужны будут очки, He's a fat. то он уже с животиком, He snores at night. по ночам храпит. The wife snores at night. Жена храпит по ночам. So what's attractive is the bhakti. Поэтому, что привлекает нас, так это бхакти. So subhada, yes, you start to develop attractive qualities. Шубада означает, что преданный начинает развивать такие привлекательные качества. You become Krishnized. Мы становимся кришнаизированы. And Krishna is all attractive. А Кришна, он все And привлекающий. you begin to become attractive. И мы также становимся привлекающими. Like Radharani, Как Радхарани. she's the most attractive. Она самая привлекательная. Every night she goes to meet Krishna. Каждую ночь, каждый вечер она идет, чтобы встретиться с Кришной. It's called Abhisa, Называется Адхисара. secret journey to meet Krishna. Тайное путешествие, чтобы встретиться с Кришной. So now is full moon. Сейчас полнолуние. You know that, Purnim? Знаете, что сейчас Пурнима, да? When was Purnim? Purnim was on Friday. Пурнима была когда? Saturday, В Sunday. пятницу, да? Still full, Все still. равно еще полная луна. So Radharani dresses in beautiful white sari Радхарани одета в белое сари, with white flowers, украшена белыми цветами. and she decorates with pearls because they're white. Также она украшена жемчугом, потому что он белого цвета. She covers her blackish hair, Она покрывает свои темные волосы. and her body is golden. Тело ее золотого цвета. So she covers it with chandan, Покрывает его чанданом, so it looks whitish. чтобы он выглядело более белым. So when she goes out at night, she can hide, Чтобы когда она шла вечером, ее не так было видно. and she won't be seen. Чтобы не так было заметно. She goes to meet Krishna. И она идет встретиться с Кришной. And this is a spiritual relationship. И это духовное отношение. Radharani is Hladini Shakti, the personification of the pleasure-giving potency. Радхарани — это Хладини Шакти, олицетворенная энергия наслаждения. There's no lust, Там нет вожделения, no anger or greed. нет гнева, жадности. And Krishna is Adi Purush, the supreme male. Кришна является Ади Пурушей, верховным мужчиной. And then they do Rasa Leela, they dance. И затем они проводят раса лилу, они танцуют. And that dance goes on for the night of Lord Brahma. И этот танец длится ночь Господа Брамы. 4,300,000,000 years. 4 миллиарда 300 миллионов лет. Now, who here in Lugansk can dance even for 4 years? Кто в Луганске сможет потанцевать даже 4 года подряд? Can you even dance for 4 days? 4 дня кто-то может потанцевать? You got one devotee here, he can dance like 2 days. 2 days. Straight. What about 2 years? Ну ладно, а что насчет 2 лет? Порепетировать надо. Need to practice. There was a great devotee of Lord Chaitanya, Vakishvara Pandit, Был один великий преданный Господа Чайтаньи, Вакрешвара Пандит. and he danced for 72 hours. Он мог танцевать 72 часа. But do you know who Vakishvara Pandit is? А вы знаете, кто такой Вакрешвара Пандит? He's an incarnation of Aniruddha. Является воплощением Анирудхи. Who's Aniruddha? А кто такой Анирудха? Krishna expands himself as Balaram. Кришна распространяет себя как Баларам. Balaram expands himself as Sankarshan, Баларам уже распространяет себя как Санкаршан, Vasudeva, Васудева, Pradyumna, Прадюмна и Aniruddha. Анирудха. It's the quadruple expansion of the Lord. Это квадратичная экспансия Господа. So Aniruddha is not a living entity like that. Поэтому Анирудха не является обычным живым существом. He's
the expansion of Krishna. Он является непосредственной экспансией Кришны. He appeared as Vakishvara Pandit and danced for 72 hours. И он явился как Вакрешвара Пандит и танцевал 72 часа. But Rasa Leela went on for 4 billion years. А Расалила длилась 4 миллиарда лет. And how many gopis were there? Сколько там было гопи? Billions and billions. Миллиарды гопи. And Krishna expanded himself for each gopi. И Кришна распространил себя и танцевал с каждой из гопи. So you should not make the mistake of thinking Krishna is an ordinary human being like human being. Поэтому не надо совершать такую ошибку и думать, что Кришна подобен обычному человеку, как мы с вами. Big mistake. Это большая ошибка. He expanded himself 4 billion times. Он распространил себя в 4 миллиарда форм. Now, if you can expand yourself 4 billion times, you can also dance with 4 billion gopis. Если вы можете распространить себя в 4 миллиарда форм, то вы тоже можете танцевать в 4 миллиардами гопи. Can you expand yourself? Можете так себя экспансировать? Of course not. Конечно, нет. So there's a difference between us and Krishna. Поэтому в этом разница между нами и Кришной. So he expands himself billions of times and dances with each gopi. Он распространил себя в 4 миллиарда форм и танцевал с каждой из гоп. And each gopi thinks, oh, Krishna is just with me. I'm so lucky and fortunate. И каждая гопи думала, что Кришна танцует только со мной, я такая удачливая. So these are the pastimes of Krishna. Таковы игры Кришны. Inconceivable. Они непостижимы. So gradually, as we advance, we will understand deeper things. И постепенно, когда мы будем прогрессировать, мы сможем понимать эти более глубокие вещи. The important thing is at our stage, we continue to chant the Lord's holy name. На нашей стадии важным является то, чтобы мы продолжали повторять Святое Имя Господа. Prabhupada writes, Прабхупада пишет, with a strong vow, что мы должны делать это со строгим, с большой решимостью. chant the Maha Mantra. Мы должны повторять Махамантру. That word strong vow. И вот это такой строгий, большая решимость или строгий обет, строгое следование обету. Strogi. Strong vow. Strogi. Такой Then you'll advance. Тогда вы сможете прогрессировать. Шрила Прабхупада ки Jai. Any questions? У Кришны фиксированное число джив, или он может их производить столько, сколько нужно. От чего это зависит? Thus Krishna has a fixed number of jivas, for he can produce them as much as he wants, as he needs. And what does it depend from? Unlimited jivas. Существует бесконечное количество джив. You may be able to count Может быть, вы сможете сосчитать particles of water in the ocean. Количество частиц в океане воды. Perhaps you can count Может быть, вы сможете сосчитать the grains of sand in the desert. количество песчинок в пустыне. But you can never count the number of living entities or jivas. Но никогда не удастся сосчитать количество живых существ или жив. Because as soon as you've counted them, they've increased. Поскольку как только вы их даже все посчитаете, это число увеличится. You can never understand Krishna's beauty. Мы никогда не сможем понять красоту Кришны. As soon as you've understood it, it's increased. Потому что как только мы поймем ее, она увеличится. This is the nature of something called unlimited. Это такова природа того, что называется бескрайним, безграничным. Скажите о природе зависти и как от нее избавиться, как научиться не обижаться на преданных. Tell us about the nature of envy, how to be rid of it, and how to learn not feel offended on the devotees. Not to be offended. How not to feel offended by the other devotees. So envy is the original sin. Зависть является изначальным грехом. We are envious of God, and therefore we have come here. Мы позавидовали Богу и поэтому пришли сюда. And the example is in the Bible. Пример описывается в Библии. Adam and Eve are in paradise.
как Адам и Ева жили в раю. And the Lord says, do not take the fruit from this forbidden tree. И Господь им сказал, не надо есть плоды с этого запретного дерева. And the snake comes and tempts Eve. И приползла змея и начала искушать. The snake represents envy. И вот эта змея представляет собой зависть. So they take the forbidden fruit. И они съели этот запретный плод. And they're cast out of the garden of paradise. И были изгнаны из райского сада. Into the desert of the material world. Были изгнаны в пустыню материального мира, Which is where we are. где мы находимся. So this envy is very dangerous. Зависть является очень опасной. Definition of envy. Определение зависти каково? Someone has something that we want. У кого-то есть что-то, что мы хотим. Someone else possesses it. У кого-то другого есть это. And you think, I should have it. И мы думаем, что у меня должно быть это. That's envy. И вот это зависть. Very simple. Очень просто. So you have to think with your intelligence. Поэтому нужно думать, используя разум. What is the most valuable thing to possess? Что является самой ценной вещью? Krishna. Это Кришна, The holy name. Святое Имя. If you understand that, you won't be envious of people who have material things. Если вы поймете это, то вы не будете завидовать другим людям, у которых есть материальные вещи. Now there is spiritual envy. Есть также духовная зависть. That's different. Она другая. When Radharani sees Krishna, he's holding the flute. Когда Радхарани видит, как Кришна держит флейту, That flute travels with Krishna everywhere. и думает о том, как эта флейта повсюду находится рядом с Кришной. Krishna's always touching it. Кришна всегда касается ее. It's in his belt. Она у него за поясом. He sleeps with the flute at night. Он по ночам спит с флейтой. Where does he put the flute? Куда он ложит флейту? Adara. Lips. Он ее прикасается ей к своим губам. And the nectar flows through the flute. И тогда нектар с уст Кришны протекает через флейту. So Radharani is envious of the flute. И Радхарани завидует флейте. Rupa Goswami gives this as an example. Рупа Госвами описывает этот пример, Envy is in the spiritual world. что того, что в духовном мире тоже есть зависть. So Radharani prays И Радхарани молится. that I can take birth as a bamboo tree. Она молится тому, чтобы она могла родиться бамбуком, And perhaps I can become the flute. и чтобы она могла стать такой флейтой. So she glorifies the flute. И она прославляет эту флейту. She's envious, Она завидует ей, which means she wants what the flute has. то есть она хочет то, что есть у флейты. So what does she do? И что она делает? She doesn't criticize the flute. Она не критикует флейту, She glorifies. она прославляет ее. Oh, flute, you are so wonderful. О, флейта такая-то замечательная. Let me also Gopyasa Krishna, Canto 10, Chapter 21. 10 песня, 21 глава. She says, the forefathers of the flute, Она, где Радхарани говорит, что предки флейты, the bamboo trees, бамбук, are shedding pleasure, делят, feeling pleasure, разделяют или ощущают блаженство, because their descendant, the flute is now, their descendant, a piece of bamboo wood has now become a flute. из-за того, что их потомок, кусочек бамбука, сейчас стал флейтой. The rivers are the mother of the flute. И реки, которые являются матерью флейты, Because the bamboo trees live on the bank of the river. потому что бамбук растет на берегах реки. Let me also take birth as bamboo tree. Она говорит, позвольте мне также родиться таким бамбуком, And in future I can also become flute чтобы в будущем я сама могла стать флейтой and taste the nectar coming from Krishna's lips. и наслаждаться вкусом того нектара, который исходит из уст Кришны. So that's transcendental envy. Это трансцендентная зависть. But material envy, Но материальная зависть, someone gets a new car кто-то купил новую машину, and they've got Mercedes, у них есть Мерседес, brand new, новый, and you have 25-year-old Lada а у вас 25-летней давности Лада, with no engine. то
которая нет двигателя. The horses have to pull it. Ее должны тянуть лошади. And you're envious. И вы завидуете. I want that car. Я хочу себе такую машину. You criticize the owner. И вы критикуете владельца. He stole the money. Ну, где-то наворовал денег, He cheated. кого-то надурил. You don't glorify him. Не прославляете его. Isn't it? Да? So you see the difference? Envy in the material world, envy in the spiritual world. Есть зависть в материальном мире и в духовном. But in the material world you criticize. Но в материальном мире мы критикуем, But in the spiritual world you glorify. а в духовном мире прославляем. Like Niranjana Swami come. Приезжает Ниранджана с вами. Devamrita Maharaj. Девамрита Махарадж. Gopal Krishna Maharaj. Гопал Кришна Radha Махарадж. Vishnu Maharaj. Bhakti Vaibhav Maharaj. They're more advanced than us. Они более продвинуты, чем мы. They have more bhakti than us. У них есть больше бхакти, чем у нас. Yeah? Now we want that bhakti. И мы хотим это бхакти. We become envious. И мы становимся завидуемыми. Oh, I wish I could become like Niranjana Swami. Мы думаем, я хотел бы быть таким, как Ниранджана с But we вами. don't criticize him. Но мы не критикуем, We glorify мы him. прославляем. But we want what he has. Хотя мы хотим то, что есть у него. That's envy. Это зависть, But it's pure. но это чисто. And in the material world, you criticize. В материальном мире обычно это критикуют. Oh, this man, he married this woman. Мужчина женился на Oh, этой Miss женщине. Universe. Это мисс Вселенная Oh, Miss Ukraine. или мисс Oh, Украина. she should have been my wife. Да, она должна была быть моей I'd женой. make much better. Я был бы лучшим мужем. I earn 300 grivan a month. Я 300 гривен в месяц зарабатываю. I make much better husband. Я бы гораздо лучшим мужем был. I only weigh 150 kilos. Я вешаю всего 150 килограмм. My ladder is only 35 years old. И Ладе моей всего 35 лет. I make much better husband. Был бы гораздо лучшим мужем. I'm very good looking. Вообще, я очень Got привлекательный. one eye. Всего один глаз. My neck is shaking. Шея трусится. I've got no teeth. Нет зубов. But I make much better. Ну, и я бы лучше был. Materially. Это материальная зависть. So it's interesting. Rupa Goswami, envy is a sanchari bhav. Интересно, что Рупа Госвами пишет, что зависть является одной из санчари бхав. 33 sanchari bhav. Есть 33 санчари бхава. Vichari bhav. Есть и абичари бхава. Envy is one of them. И одна из них это зависть. And that's the example, the flute. И вот я как раз привел пример с флейтой. Anything? Еще? Мы сегодня был вопрос задан, мы обусловлены все по-разному, то есть мы находимся в разных обстоятельствах. И каковы для нас условия достичь совершенства духовного за одну жизнь, что является самым быстрым критерием, каковы условия достижения совершенства за одну жизнь, и что является возможным, скажем так, как мы можем достичь совершенства духовного за одну жизнь. И что является самым быстрым способом достижения духовного совершенства? Ну, то есть обретение бхакти в Бога. We are having our different positions in this life. We are differently conditioned. So, and what is the basic condition to reach to go back to Godhead in one lifetime? And what is the best method, or what is the best method how to do this? To go home, back to Godhead in one life. To surrender to the process of bhakti. Нам нужно предаться процессу бхакти. And that means to surrender to the Guru. Это означает предаться гуру. So, Sharanagati means surrender Шаранагати означает предание. to Guru. Предание гуру. And make your objective in life to please Guru. Сделать удовлетворение гуру своей главной целью жизни.
then you'll make rapid advancement. Тогда можно будет совершать быстрый прогресс.